Всем добрый вечер. Друзья мои, дело в том, что сейчас хочу поговорить с вами о платках, о технике платков в магии. Техника платков, вообще манипуляции с платками и заговоры с платками и прочее, это относится к самым началу магии, я бы сказала, примитив магии. Правда, есть и сильные, более сильные такие ритуалы, связанные с платками, но основное количество из них это бытовая магия, это быстрая такая помощь на пару дней и так далее. Я бы не сказала, что это такая величайшая техника, которая просто-напросто, не переплюнуть ничем. Магия всегда ищет в каждой технике более такой сильные варианты, более долговечные, иногда на вечные варианты, которые помогают человеку раз и навсегда избавиться от каких-то бед или привлечь что-либо. Но платки в этом отношении, они в основном служат сиюминутной помощью, скажем так. Техника платков очень древняя, у многих народов она есть. Ничего нового, никакой новизны нет. Если только там напридумывать пару заговоров отсюда содрать, и пришпандорить, то, может быть, что-то новое получится. Но на самом деле завязывание платков вокруг поясницы. У нас есть шерстяные там платки или шарфы, которые завязаны вокруг поясницы, и все это знают, это не новая вещь, да. Завязанные платков на голову, когда болит голова. Вообще, платок завязать или какой-нибудь обруч, или даже цепочку из серебра просто-напросто надеть на голову, очень помогает сохранить энергию внутри, и со временем головные боли становятся меньше. Это закон сохранения энергии и более ничего. Такие обручи носили в XIX веке женщины богатых домов, которые могли себе позволить делать из золота обруч или из серебра. Это на самом деле носило оздоровительный характер, но со временем это вошло в моду. Если вы помните или видели фотографии тех кинозвезд того времени, у них у всех обручи на голове, как диадемки. А на самом деле это пришло именно в лечебных медицинских целях. У меня есть такой серебряный обруч, когда у меня голова болит, я его надеваю. Вообще от бессонницы помогает, много от чего. Гематит помогает, такой же гематитовый обруч на голову, из камней гематита. Теперь, что касаемо платков. Платок это покрывало, покрывающий нашу энергию от других людей. И не удивительно, что платок сохраняет энергию внутри человека, правда, на некоторое время, повторяю. Платок это не спасение от всех бед и не панацея от всех бед. Платок это временная, сиюминутная помощь человеку, человеческой физиологии, человеческой энергии, когда ему нужна быстрая помощь, как какая-то возможность себя привести в чувство. Хотя хочу сказать, что не все люди, которые завязывают или развязывают платки, могут, скажем так, себе помочь. Если у них очень сильная порча, если у них очень сильные проблемы в жизни, то навряд ли платок прямо им поможет и спасет. Пошли дальше. Основная техника платков, завязывания, перевязывания и каких-то нашептываний всего-всего вообще-то у румынских цыган. Если кто-то потрудится по сайтам шастать, посмотреть технологии платков и заговоров на платков у румынских цыган, то вы очень много увидите того, что вам выдается за гениальное изобретение. На самом деле это много веков действующая вещь. На Руси завязывали платки. Я сейчас вас научу некоторым техникам завязанного платка, если вам это очень интересно. Значит, у Степановой читайте 7000 заговоров. Зеленая такая книга большая. Или синяя, сейчас не помню. В общем, 7000 заговоров у Степановой. Там целая глава, посвященная платкам.
И очень напоминает многие техники, которые я сейчас читаю, изучаю. Но то, что у Степана очень много украдено и присвоено, это мы знаем. Так вот, там человек ясно, четко говорит о том, что это не ее технология, это приходит испокон веков, просто собрано отсюда, оттуда и как бы представлено народу. Как можно сделать, что можно сделать. Следующий аспект. Платок у цыган. Например, цыгане могли порчу друг другу занести через платок. И они очень побаивались у незнакомых брать платок, либо подбирать платок, который положили возле дверей, да, покров подбирать чужой. И, как правило, если дарили невесте платок, то бабушки после этих подарков долго разбирали, смотрели, узнавали, кто подарил, из какой семьи, и решали, допускать этот платок до нее или не отдавать, если подозревали какой-то подвох. Следующее. Значит, на Кавказе платок. Что мы делаем с платками, что было с платками сделано в моем детстве. Дело в том, что когда мы болели всякими болезнями, есть краснуха, есть желтуха, детские болезни всякого типа, да. Так вот, красным покровом или красным платком покрывали ребенка. Я помню до сих пор, мне было где-то 6 лет, когда у меня сестра заболела краснухой. У нее прям высыпало везде, как красный цветок еще называют эту болезнь. Это очень опасная болезнь, и ребенок может умереть, если она дает осложнение. И вот я помню, что мою сестру покрыли полностью красными платками. Вот красного цвета. Материю еще привезли. Моя прабабушка, мамина бабушка, она этой красной материей ее все покрыла. Что-то там нашептывали, что-то говорили. Потом, конечно, я эти слова узнала. Примерно я вам передаю, приблизительно, не полностью, что под этим покровом пусть твое здоровье сохранится, за этот покров не переступит, смерть за красный платок не пройдет, и здоровье через красный платок не уйдет и так далее. Что-то в этом роде. Вот техника использования платков. Платком можно очистить помещение, очистить дом. Никогда не слышали об этом. Замахивая платком, ходить, говорить определенный заговор, махая платком по всему дому. А после этого этот платок сжечь. Стелим под ноги платок, который мы носили один день. Покупаем просто платок любой. Ну, такой можно недорогой платок на голову. Носим один день. Дома можно носить по своими делами, там, заниматься. После чего ложим под ноги, становимся. Начинаем махать веником с ног на платок. Есть определенный заговор. Потом завязываем узелками. Вот завязали, закрыли, вынесли на улицу, на перекрестке, оставили платок, откупились и ушли. Ваши все беды с вас снимаются на этот платок. Но еще раз повторяю, что эти вещи может использовать человек, профессионал. Непрофессионал использует, ему станет легче. Ему станет легче на неделю, на 2, если у него прям очень страшная проблема, может это сделать. Когда похороны, вот, например, у нас традиция, опять же, Кавказа, на руки мужчинам завязывали новые платки, покупались платки белые, завязывали на руки. После похорон возвращались, когда эти платки снимались возле ворот и выкидывались или сжигались. То есть о чем это говорит? Это говорит о том, что мы сохраняем свою энергию, завязав платок на руку, чтобы вдруг не случилось беды, скажем, поскольку они идут на кладбище, поскольку они прощаются с новым, покойной новой душой, и чтобы никто не прицепился к ним. Вот техника завязания платка существует таким образом. Это не новинка, это есть везде, и я могу это показать, я могу вам это все продемонстрировать, если вам это интересно. Где это написано, каким образом это делалось. Это испокон веков. Если кто-то не знает, и вот почему говорят, что невежество – это страшная тьма, и людям невежественным можно всякое впарить,
делая вид, что это гениальное изобретение. Вот оно, платки. Следующий момент. Когда здесь, это уже русская магия, да, это древнеславянская магия. Когда вы идете на кладбище к родным людям, дома узлами завяжите платок и оставьте дома. Вернетесь, развяжите. Это означает, что сохранилась ваша энергия, которая с вами ушла туда и вернулась обратно. И вы не допускаете чужую энергетику, вы не допускаете ненужную энергетику с кладбища себе в дом. Хотя я еще раз говорю, когда вы идете с кладбища, обязательно заходите в другое помещение, только после этого заходите домой. Вы эту энергетику оставьте в другом месте. В магазин, например, зайдите там, оглянитесь, если вам ничего не надо, и выйдите. Следующий момент. Есть остуда с вдовьим платком, есть порча с вдовьим платком, есть открывание врат с вдовьим платком. Я уже рассказывала, что я в детстве взяла платок своей бабушки, она вдова, и пыталась открыть глаза, точнее открыла глаза моим одноклассницам, которые хотели увидеть потусторонний мир, то есть лесного духа, лешего так называемого. Мы, еще раз повторю, мы не увидели никаких мужиков в лохмотьях, но проходил обыкновенный дед в обычных одеждах. Но просто когда он повернулся, и мы увидели, что у него нет зрачков, у нас был, конечно, визг, крик, и после этого меня долго ругали. Вдовий платок открывает потусторонний мир и видение у людей, которые либо владеют этой силой, либо они сами открывают у других на время, на пару минут показать потусторонний мир. Я такое делала со своей одной пациенткой, скажем так, когда возле кладбища решила показать ей, с чем я имею дело, с какими силами работаю, чтобы они не думали, что мне так легко и просто все дается. И когда я ей это нашептала и открыла на пару минут тот мир, она ужаснулась. И после этого она мне больше не говорила о том, как мы работаем, что мы делаем и так далее. Следующее. Есть очень страшное проклятие у горских народов. Говорят, пусть платок твой валяется в грязи. Платок – это честь женщины. Если ее срывали с головы и кидали в грязь, это означает, что она была блудницей. После чего отрезали ей косы. Правда, на лысо никто не брил. Просто женщина с отрезанными косами и без платка считалась блудницей. Это 2. Есть такая традиция на Кавказе, когда мужчины между собой дрались, когда поножовщина начиналась, то женщина становилась между ними и кидала платок. И никто не имел права переступить через платок. Если бы он это сделал, его бы просто изгнали из племени, его бы не посчитали мужчиной, и он был бы опозорен как человек. Потому что через платок, через честь женщины переступать нельзя. Это была крайняя мера помирить врагов. Может быть, даже вековых врагов, когда роды враждовали между собой. И вот таким образом мирили их, после чего женили их детей и заставляли их жить в мире до определенного времени, пока вражда постепенно не угасала. Еще одна функция платка. Потом, если женщина не могла родить, то просили у многодетной женщины платок. И она 3 дня и ночи завязывала себе спину этим платком, после чего энергия этой многодетности переходила к ней. Но так говорили. Что-то нашептывали, конечно, или не нашептывали. Вообще с платками не имеет никакого значения, нашептать или не нашептать. И все, что мы с платками делаем, это на подсознательном уровне. Покрыть плечи платком, пойти в церковь или куда-нибудь, это значит не отдать свою энергетику другим людям. Покрыть, как зонтом накрыться. Но кроме того, кроме платка и юбка существует как оберег, юбка, которая создает круг такой и не пропускает энергетику чужую. Но это все, я еще раз объясню, это кустарные методы, это самые примитивные методы временной помощи на пару дней, на пару недель, на месяц, может быть. Смотря какая энергетика у человека. Человек может
сутками с платками там что-то делать и ничего не получать. Человек один раз взял и получилось. Это от того, что энергия человека, но эта энергия кустарная, эта энергия самая примитивная, самая обычная, самая древняя, которая особо-то великих таких открытий не несет в себе. И основное количество этих ритуалов приходит на древнее русское славянское колдовство, на кавказское колдовство и румынских цыган. Вот самые основные техники с платками встречаются у них, как правило, у этих народов. Потом, секунду, сейчас я еще хотела вам показать, но я уже не помню. Если будут, конечно, вопросы, можете задавать. Просто что в последнее время истерия с этими платками, я уж прям не знаю, что там великие открытия какие-то. Вот. Откройте книгу «7000 заговоров Степанова» и увидите с платками все манипуляции, которые вы хотите увидеть, узнать, не знаю, там, прочитать и так далее. А что касается остального, и мужчины на Востоке носят платки. И для чего это делает? Во-первых, это носит функцию и как бы практическую, и магическую. Во-первых, там солнце. Платок сохраняет покров головы, волосы от этого жаркого солнца, чрезмерно жаркого солнца. Во-вторых, платок служит как оберег, закрывающий вот эту антенну головы, которая находится сзади головы, вот этот круг антенны. Это связь со Вселенной, с космосом. Евреи тоже так покрывают, только у них там вот эти маленькие, одевающиеся на голову пасеки называются. У мусульман точно такое же есть. Такое носили и армяне, правда, и греки такое носили, носят в национальном костюме, это есть. Мужчины носили покров, головной убор на Востоке. Это все перешло потом как бы в культуру или христианскую, или исламскую, но на самом деле это народное, это все с древних времен идет, как и все остальное. Вот, собственно, техника платка. Если вы хотите, чтобы вас приняли на собеседование дома, завяжите платок, точно так же вернетесь, развяжете, потому что ваша энергия сохранится. Но я вам еще раз объясняю, ребята, это все идет от древних времен, это все старые заговоры, это все бабушкины заговоры, это все заговоры, взятые у Степанова, у румынских цыган, у кавказских народов. Это все не новое. То, что я вам сейчас рассказываю, это не мое изобретение и не с воздуха упало. Это все есть. Это все с древних времен известно. Но еще раз повторяю, это все кустарный метод. Это все метод самый примитивный, самый такой ненадолго помогающий и не всем помогающий. Поэтому вот, собственно, и все. Будут вопросы, задавайте.